Привет, друзья! Спасибо, что заглянули на мой канал. В этом видео я покажу вам свои творческие итоги за 2 недели. Поскольку на прошлой неделе я не смогла снять видео, я была в таком небольшом отпуске, ездила в древний город Бухара. Тем не менее, работ у меня немало, и я вам сейчас их все покажу. Но перед этим хочу показать несколько фотографий из поездки. Я думаю, вам будет интересно посмотреть на вот эти прекрасные сооружения, прекрасную архитектуру. Бухара — это очень древний город, когда-то он был центром Бухарского ханства. И эта поездка мне очень понравилась. Я уже третий раз в этом городе. Для меня Бухара — это город песочного цвета. Как видите, все сооружения здесь такого бежевого песчаного цвета, и вокруг города пустыня. Поездка выдалась отличной, и если вы никогда не были в этом городе, я рекомендую вам когда-нибудь его посетить. А теперь перейдем к раскраскам. Вот что я раскрасила в этой книге «Загадочные кошки». Я обожаю эту раскраску, уже не раз говорила, и сейчас вот почти каждую неделю мне удается в ней пораскрашивать. Раскрасила я здесь вот этого замечательного гепарда, красила спиртовыми маркерами. Выбрала для него такие зеленовато-синие цвета, ну и плюс черный, самый темный цвет. Мне понравился результат, конечно же, и сам процесс тоже. Сейчас я покажу вам, что маркеры у меня не сильно протекают на другую сторону, они даже не насквозь просвечивают. Возможно, это из-за того, что маркеры у меня уже стали немножко суховаты. Когда они были новые, они были более напитаны, а сейчас они уже не так сильно протекают, как раньше. Но я надеюсь, что они у меня не засохнут. По крайней мере, я ими еще не одну работу в этой раскраске раскрашу. Мне нравится взгляд этого гепарда. Он такой изображен настоящим хищником. И сочетание цветов, которые я подобрала, мне тоже нравится. Я думаю, получилось хорошо. Следующая работа у меня в раскраске Керберазанеса Аниморфия. Здесь я раскрасила вот таких рыбок. Одну из рыб я красила на марафон Ольги Рани, поскольку там есть конверт, маленький конвертик в левой части иллюстрации. А потом уже на следующей неделе я решила этот разворот закончить, чтобы не откладывать в долгий ящик и чтобы не забыть, какими материалами я красила. Вот, поэтому разворот я добила. Меня очень радует, что такой большой разворот готов. Самих рыбок я красила карандашами Файнола, акварельными карандашами. Я вначале наносила сухим слоем карандаши, а потом размывала кистью. Как видите, рыбки у меня получились в красно-желтых тонах. Мне нравится это сочетание. А фон я раскрасила гуашью Малевич в тюбиках. Дело в том, что несколько цветов из набора гуаши у меня странно себя ведут. Когда я ими долго не пользуюсь, не открываю, они начинают вздуваться, как будто в тюбике появляется воздух. Я не понимаю, в чем проблема. Может быть, это свойство вообще любой гуаши в тюбиках, либо это именно этого производителя свойство или недочет. Но не все цвета так себя ведут. Светло-зеленый, что вы видите на фоне такой, потом серый и еще несколько цветов. Если я попользуюсь гуашью, затем закрою ее и через некоторое время достану, то тюбик вздутый, и когда открываешь, то гуашь буквально выплескивается наружу. И поскольку много гуаши у меня сразу вылилось, поэтому я и решила фон красить ей. Вот показываю наглядно, как у меня вздулся этот тюбик. Перед тем, как красить вот эту работу в Хане, я засняла этот момент на видео. Он весь просто вздутый, как будто взорвется. Не знаю, с чем это связано. Если вы знаете, если у вас тоже есть такая проблема, пишите в комментариях. Может быть, этого можно как-то избежать. Давайте посмотрим, что у меня получилось в Хане Карлсон «Времена года». Я здесь раскрасила вот эту птичку. Как вы уже догадались, фон у меня сделан гуашью. Рамку я дорисовала, поскольку на марафон Ольги Рани была тема «Картина на стене», а у меня в раскрасках
не нашлось такой работы, поэтому я решила вот эту вот картинку переделать, нарисовать тут деревянную раму, и голубой фон вокруг птички я делала гуашью. Также вот этот вот светло-зеленый цвет вокруг рамки — это тоже гуашь Малевич. Ну, а птицу и цветы я красила уже акварельными карандашами Файнола, но не размывала их. Я не знаю, что это за птица, как она называется, возможно, это цапля или какой-то аист, не знаю, но раскрасила я эту птичку в таких коричневато-бежевых цветах. Не могу сказать, что работа получилась шикарно, но я поняла, что мне определенно больше нравится эта работа именно в варианте с вот этой деревянной рамой, чем с той рамочкой, которая была в оригинале. Она была такая вся изогнутая, узорчатая, но мне она не очень нравилась, а вот так работа выглядит очень даже неплохо, я считаю. Следующая работа у меня выполнена в Марии Тролле. Здесь я раскрасила такую весеннюю композицию. Это цветочки, такие весенние, яркие, красивые. Уже хочется весны, уже хочется раскрашивать цветочки, ждать такую прекрасную весеннюю погоду, чтобы расцветали цветы, распускались почки на деревьях. В общем, я жду не дождусь этого времени, поэтому уже раскрашиваю такие весенние иллюстрации. Здесь всю работу я раскрасила карандашами акварельными Файнола, опять же, и размывала их водой. Следующая работа у меня в спиральной раскраске. Это раскраска с достопримечательностями. Здесь я раскрасила одну работу. Это статуя Будды. Я не знаю, где эта статуя находится точно. Вполне возможно, что либо в Таиланде, либо во Вьетнаме, либо в какой-то еще стране, где исповедуют буддизм. Во всех этих странах есть статуи Будды, и я не разбираюсь, в какой именно стране стоит именно эта статуя. Здесь я капнула водой, когда раскрашивала, и у меня немножко размылся цвет. Я раскрашивала линером, и он размылся водой. Но это ничего страшного, это раскраска отдыхательная, поэтому я не особо расстроилась и ничего там не пыталась как-то замазать, исправить, оставила уже как есть. Что ж, это были все итоги за 2 недели, все, что я успела раскрасить. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Я планировала делать челлендж к 14 февраля, ко Дню всех влюбленных. Кстати, поздравляю вас с этим праздником, который уже прошел, но не сложилось. Из-за того, что я была в поездке, а потом у меня не было много времени, то я не успела ничего раскрасить к 14 февраля, никакую работу на тему любви. Ну ладно. Зато успела поработать вот в этих раскрасках, и я довольна своими работами. Больше всего я, конечно, довольна разворотом в Керберазаносе, потому что большой такой масштабный разворот получился. И я очень жду вашего мнения в комментариях. Пишите, какая работа из вот этих вот всех вам понравилась больше всего. Мне всегда интересно узнать ваше мнение. Спасибо вам за просмотр и увидимся на следующей неделе. Пока!